Представьте, было такое время, когда у комиксов дела шли еще хуже, чем сейчас. Из-за перенасыщения рынка бессмысленными кроссоверами, лимитированными обложками и десятками серий про хайповых персонажей, к концу 90-х индустрия комиксов схлопнулась. DC отделались малой кровью, в то время как Marvel объявили о банкротстве, распродали права на своих героев и еле-еле продолжили выпускать ангоинги. Тем не менее, продажи этих ангоингов сократились на 70%, и, возможно, сегодня слова Человек-паук или Мстители были бы лишь отголосками далекого-далекого прошлого. К счастью, в издательстве работал человек по имени Джо Кесада, который первым осознал, что единственный способ привлечь новых читателей — это создать новую вселенную, где ты будешь переосмыслять своих старых героев в какие-то новые образы. Представляться не нужно, это новый ролик. Сегодня я в роли бомжа. Таким образом, аудитория будет свободна от многолетнего багажа сложных и запутанных историй, в которых надо долго-долго разбираться, чтобы понять вообще, что происходит. Так, в 2000 году появилась Ultimate Marvel, а Джон наверняка получил титул «Работник месяца». Вась, я где учил, там преподавали. Ну, а дальше вы сами знаете. Сотни тысяч проданных синглов, всемирная известность, культовые образы персонажей и, разумеется, миллионы долларов на счете Marvel. DC же, шокированные неожиданным успехом конкурента, долгие десятилетия завистливо потирали руки. Пытаясь повторить триумф, издательство создавало свои альтернативные миры вроде Земли-1, запускало импринты для детской аудитории и даже полностью ребутило вообще все серии, которые выходили. Однако ни одна из этих идей не принесла желаемого профита. И лишь в 2024 году редакторы наконец-то додумались вместо экспериментов просто один в один скопировать формат Marvel, представив фанатам абсолют вселенную. Как ожидалось, инициатива моментально взорвала комьюнити. Свежие интерпретации Бэтмена, Супермена и Чудо-женщины вызвали шквал восторженных отзывов, а продажи взлетели до небес. Казалось, вот оно, DC наконец-то нашли золотую жилу, способную затмить даже легендарное наследие Ultimate. И тем не менее, на самом деле, Абсолют — это полный провал. Наступил зомби-апокалипсис. Бери автомат и ебать зомби. Трудный читатель сегодня сделал себе сутки. Вообще, начну с того, что мне не совсем понятно, почему DC решились на подобную инициативу именно сейчас. За последние пару лет резко не обваливались продажи, не менялся главный редактор, не поступало даже какого-то бурного требования со стороны читателей. Единственное логичное объяснение, которое приходит в голову — прошлогодний ребут Ультимейт вселенной от Marvel. Примерно та же самая идея, но чуть-чуть другая организация, другой масштаб. Вот у нас, мол, есть главный верст, где живут привычные персонажи с их каноничными историями, а вот альтернативный мир, в рамках которого мы максимально изменим происхождение героев, выделим сольные серии для наиболее популярных персонажей и поручим писать их самым свежим авторам. В теории звучит беспроигрышно. На деле, эти долбоебы совершили ошибку уже, блять, на старте. Если у Marvel вселенная Ultimate просто появилась без всяких привязок к основному канону, то DC пошли по принципиально другому пути. Они у нас особенные. Редакторам DC еще в детстве, когда они в классе коррекции учились, мама говорила: ты у нас не такой, как все, ты у нас самый умный, должен идти по своему пути. Набери сейчас маме, скажи, как ты любишь. Когда Суба зашел в кадр, сразу пошло душевное общение, искренность сразу. Давай, брат, звони маме. Их новая вселенная тесно связана с текущим лором, и даже ее запуск обосновали ивентом DC All In. Там у нас после двухлетнего перерыва снова собирается Лига, внезапно на базу команды телепортируется Галактус, его ненароком убивают, а на месте тела образуется портал в другой мир. Ту самую абсолют вселенную, с которой через некоторое время законтачатся суперы с основной земли. По итогу издательство, еще адекватно не продемонстрировав новый мир, уже привязывает его к своему древнему и комплексному лору. Зачем тогда вам вообще нужен, блять, абсолют? Ведь такой подход не только сбивает с толку олдфагов, но и на корню отсекает возможность привлечь новую аудиторию. Типа, как они вообще хотят продавать эту идею? Бля, чел, ты никогда не читал комиксы и хочешь начать? Вот тебе абсолют. Только для его понимания надо чекнуть там кроссовер, а для его понимания придется прочитать последние события, а раньше еще приквел-лимитка была, в ней, кстати, отсылка на комикс 50-летней давности. Короче, нахуй, ди петух. Эмоциональная качели, типа грусть, потом веселье, потом угар, потом опять грусть. Хотя ладно, я немножко доебался, ведь для прочтения серии не обязательно знать весь прям бэкграунд. На то это и новая вселенная. Однако на этом-то проблема не закончилась. Вот возьмем, к примеру, абсолютного Бэтмена от Скотта Снайдера и Ника Драготты. Снайдер — автор большинства знакомых сюжетов о Бэтмене за последние лет 20, вроде «Суда сов» или «Смерти в семье». А Драготта — это один из самых колоритных художников современности, работавший с Джонатаном Хикманом и Джейсоном Аароном. И дуэт представил Бэтмена не типичным миллиардером-плейбоем, а обычным инженером, работающим в Готэме. Это далеко
далеко не мажор, это далеко не мажор, это обычный пацан. Ну, как обычным, он тут будто принимает больше стероидов, чем Татвол. На эту тему в самом начале даже проскальзывает прикол. В одной из первых сцен тип, до боли похожий на классического Уэйна, бьет грушу в спортзале и мрачно размышляет о жизни. Мол, Готэм мой город, я ничего не боюсь, даже пальца в попе. Как тут появляется настоящий Брюс, гигантская гора мышц, одним ударом сметающая грушу с петель. Это пиздец какой крутой момент, где нам буквально за пару кадров демонстрируют, как выглядит персонаж вот в этой вселенной. И подобная необычная работа с образом реально заставляет тебя обратить внимание на серию. К тому же, окружение Бэтмена здесь также сильно отличается от классического. Альфред не дворецкий, а наемный убийца. Пингвин и Загадочник не враги, а друзья детства. Марта — живая женщина, а не просто мертвая мать, чье имя становится символом травмы Брюса. И так далее. Ты должен вести эту игру, ты должен завоевывать. Однако, если попробовать воспринимать комикс целостно, а не вырывая из него фрагменты и смутные концепции, абсолютный Бэтмен не дает мне, как читателю, абсолютно ничего нового. Больше скажу, Снайдер фактически покадрово пересказывает первый выпуск своего же рана на New 52. Вот мы наблюдаем, как Бэтмен размышляет о Готэме, его природе. Потом видим, как Уэйн вступает в бой с целой армией злодеев, параллельно расследуя дело. И, конечно, в конце охуеваем от неожиданного твиста. И, блять, все это я уже видел. И не просто видел, я читал это кучу лет назад, только в другой обертке. Типа, знаете, как скины к играм делают? Вот теперь Бэтмен у нас будет с длинными ушами, а Гордон черный и мэр. Нет, вообще борщ. Да. Использование старых мотивов вполне типичный прием. Но если твоя альтернативная вселенная никак не обогащает историю, в чем вообще ее смысл? Нахуй тебе новая телка, если ты с ней обсуждаешь там те же сериалы, что и с бывшей. Просто теперь она блондинка. При этом я не спорю, Снайдер и Драгота настоящие мастера своего дела. Рисунок последнего, например, безумно круто визуализирует сцены битв, а разбивка страницы на десятки панелей действительно приближает комикс к кино. Однако стиль его, не для всех. Подобные работы, перегруженные деталями и порой слишком сложные, вряд ли привлекут широкую аудиторию. Тем более, когда на первый взгляд арт кажется блеклым и невыразительным. Вот вспоминая Ультимет, рисовка Марка Багли на Ultimate Spider-Man не поражала какими-то гениальными решениями и была до предела примитивной. Только это твой баг, а не фича, чувак. Ведь именно такой образ Паркера запомнился сотням тысяч читателей по всему миру. Этот простой, но выразительный рисунок идеально подходил персонажу и соответствовал его айдентике. А представляя себя открывшим Абсолют Бэтмена как свой первый комик в жизни, фу, что за серое, непонятное, сложное месиво происходит? Ну нахуй эти книжки с картинками. Так что, как я и говорил, я не критикую качество работы авторов, а скорее задаюсь вопросом о целесообразности ее существования. Абсолютный Бэтмен — неплохой тайтл, и как любителю писанина Снайдера мне импонирует его подход. Но те, кто попробует открыть для себя комиксы с Абсолютом, вряд ли получат те же эмоции, что от Ultimate Spidey или Иксов. Ангоинги Marvel привлекали читателя новизной и свежим взглядом. Здесь же не видно ни того, ни другого. И это я еще взял лучшего представителя инициативы. Типа, когда я открыл Абсолютного Супермена, я уже спустя пару страниц понял, что нахуй, я не смогу его дочитать. Во-первых, потому что Джейсон Aaron начал свой охуительный сюжет с самой унылой, затасканной истории о Криптоне, которая состоит из закадрового текста на пол, страницы. Не могу опять здесь не провести параллель. Ультимет цеплял, ибо подходил к экспозиции кратко и эффективно. Пару сцен интересных диалогов тут и там о том, что вообще происходит, и сразу к событиям. Погнали быстрее. На Абсолютном Супермене же, пока я дождусь появления самого Человека из Стали, наверное, арка должна пройти. Сначала пусть Родина Элла взорвется, миротворцы протест подавят, Лоис Лейн пушки приготовят, альбом Плейбоя Карти выйдет, техноспартанец команду соберет, ну и потом, возможно, но не факт, вылезет Супермен, который, кстати, цыган. И это вторая причина, почему я не хочу дочитывать серию. Ненавижу, блять, цыган. Ну а Вандер Вумен Келли Томпсон, несмотря на всю мою безграничную любовь к сценаристке, недостойна даже упоминания в этом ролике. Когда параллельно выходит невероятная Чудо-женщина Тома Кинга, ее версия героини выглядит просто нелепо. Вот она себе руку забила. Пусть, блять, она себе татуировку на ебале сделает, хоть так повеселее читать станет. Как Фейс, знаете, типа hate и love. Как вы все поверили, какая татуировка? И забью уже крышку гроба, Аарон и Томпсон — это, блядь, не новые лица индустрии, а дряхлые, теряющие хватку авторы, рожи которых я заебался видеть еще лет 5 назад. Когда есть Джон Смит, Майкл Ли, Сара Уилсон,
Мне смешно слышать о фрешманах DC. Кто дальше будет комиксным молодняком? Юлиан Шиллинг? Это уже фейл, чувак. По итогу я, видимо, опять один, кто это скажет, но хайп вокруг Абсолюта абсолютно искусственен и туп. В отличие от Ultimate вселенной, где, находясь в тупике, Marvel были вынуждены уступить дорогу перспективным авторам, привнести свежие идеи и дать Джо Кесади реальные редакторские полномочия, Абсолют — это просто тупой способ заработать еще немного бабок на фанатах. Да, бля, поесть вкусно платишь, за Роллстон платишь, да. Все, плати за все. Если ты где-то, блядь, не заплатишь, ты заплатишь в другом месте. По жизни. DC ничем не рискуют, не пытаются показать свои комиксы каким-то широким массам, а просто повторяют все то, что мы видели уже сотни раз, только теперь под гламурной обложкой и громким названием. И все, кто верит, что Абсолют реально меняет индустрию и привносит нечто уникальное, снимают там про это ролики, добавляют его в топы года, такие же идиоты, как и те, кто покупает каждый новый ивент от Marvel, надеясь на качественную историю и значимые последствия для вселенной. Когда вы, блять, поймете, что большая двойка уже давно не те инноваторы, которые готовы смело экспериментировать, строить новые миры, а заложники собственной репутации и желания заработать. Что вы дальше, хомяки, будете хайпить? Бэтмен H2? Удивительный Человек-паук том 7 номер 1? МММ?